мы буквально становимся опасны самим себе. Физика и математика – это основа понимания мира. Окончи физфак, стань человеком. Наука была, нано-наука. Она не стала нанотехнологией. Ну, разве идея России делать жизнь лучше? Никто же не думал во время войны, а давайте-ка создадим ядерную энергетику, чтобы свет в доме светил. Нет, все хотели бомбу с самого начала. Путешествие назад во время невозможно. Нанотехнология – это не тот кусок говна, который Чубайс демонстрировал Путину. То, что мы проверили, это стакан воды в океане. Но когда действительно припекло, мы видим, на что способно человечество. Мы являемся смыслом Вселенной. Это вход в физику Гетеборга. Гетеборгский университет – это громадная организация, где есть факультеты, в факультетах есть департаменты, есть факультет естественных наук, и в нем 8 департаментов, включая морскую науку. Есть у нас биология и химия, они исследуют новую медицину. Есть у нас геология, есть у нас математика, вот соседнее здание. И есть у нас физика. Вот это факультет естественных наук. И ты тут главный. Саша, мы пришли в какой-то момент к мысли о том, что кажется, что человечество пытается разрушить этот мир всеми возможными ему способами. Но при этом про сам мир мы знаем чрезвычайно мало. И мы решили начать такую историю с задаванием вопросов о том, как устроен наш мир, людям, которые, кажется, в этом чуть больше, чем мы соображают. Ты первый. Согласен. Ты прекрасный ученый, ты профессор физики, но еще вы с тобой учились в одной школе. Что тут скрывать? В 5-й школе города Ростов-на-Дону. Именно что. Я буду задавать тебе вопросы, которые меня волнуют, и я думаю, что ответы на которые будут интересно узнать всем. Скажи, Гордеевой, скажи. Типичные такие каменный фундамент, 3 деревянных этажа, дворики. Карлсон, про которого мы читали, живет примерно да, живет окошке. на такой крыше. Так жили рабочие верфи. То есть Гетеборг – это же город индустриальный, поэтому у нас шарикоподшипниковый завод, верфи, Вольво. То есть тут люди реально занимались подъемом индустрии. Поэтому университет настолько сфокусирован на инженерию. То есть люди, которые выпускаются из Чалмерса, они, естественно, работают в Volvo, в Ericsson, во всех этих производствах. То есть университет как бы служил кузницей инженерных кадров. То есть, в принципе, получить университетское образование достаточно просто. Поэтому людей с высшим образованием тоже много. Интересная разница, то есть я вот как человек, который делал аспирантуру в Германии, и зная, какой вес докторской степени или PhD-степени в Германии, в Швеции он гораздо меньший вес этих степеней. В Швеции ты скорее считаешься переквалифицированным. Шведская индустрия в основном ориентируется на выпускников университетов. То есть вот ты выпустился, молодец, ты получил там мастер чего-то, вот ты самый главный кадр для индустрии. Если ты пошел дальше, ты защитил диссертацию, это уже немножко слишком. Есть, конечно, индустрии, где это абсолютно необходимо, фармацевтическая, например. Вот, собственно, AstraZeneca в Гетеборге одна из мировых крупнейших фармацевтических компаний. В Гетеборге находится ее R&D-центр. У всех есть докторские степени, естественно. Обычные инженерные профессии, они... То есть тут зависит от области применения. Ты, можешь стать переквалифицированным. В каком-то смысле наше с тобой интервью посвящено памяти нашего учителя физики Владимира Семеновича Гамбурга, которому я, по крайней мере, совершенно точно обязана большой любовью к этой науке. Что изучает физика, если это сказать в одном предложении? Физика изучает природу и мир, как он устроен, и как можно его изменить в лучшую сторону. Потому что ведь это же вопросы, которые касаются нас всех и нашего существования. И это суперинтересно вообще-то. Физика и математика – это основа понимания мира. Физика формирует твое мировоззрение очень сильно, потому что ты становишься скептиком, ты знаешь, что нужно всегда проверять какие-то высказывания. То есть это ты
можешь применять это и к обычной жизни. Я, в принципе, когда пишу что-то в социальных сетях, я применяю примерно такие же принципы, как я применяю в написании статей. Я должен что-то проверить. Если я хочу что-то сказать, я должен обязательно это как-то верифицировать. То есть, ну, это, кстати, журналистская же тоже. То есть это обычная научная привычка тоже. То есть ты не можешь просто так что-то такое в воздух такое сказать заковыристое. Оно должно содержать какую-то сущность за собой. Топ-5 законов физики с момента основания науки, которые определили развитие человечества. Ну, начать можно, конечно, с закона Архимеда. Так. Вытеснение жидкости. Законы термодинамики очень важные. 1, 2, 3. Объединим их в один. Законы Ньютона, законы движения. Это очень сильно определило развитие физики. Это 3. 4. Общая теория относительности. И, скажем, там, принцип неопределенности Хайзенберга. То есть уже мы начинаем в квантовую механику. Мое личное, конечно, это уравнение Максвелла. То есть я занимаюсь светом, я занимаюсь электромагнетизмом. Уравнение Максвелла полностью определяет то, что мы делаем. И тогда, с твоей точки зрения, что сам... Теория Большого Взрыва. Теория Большого Взрыва, ну, конечно. Да, это уже такой 6 дополнительное. Да, бонус-трек. В такое время, как сейчас, иногда даже неловко думать об отдыхе. Но недавно я поняла, что если хотя бы иногда не ставить работу на паузу и не заботиться о себе, то наступит момент, когда никакого ресурса не хватит ни на себя, ни на работу, ни на близких. И тогда дело плохо. И вот, чтобы научиться качественной перезагрузке, мы приехали в Австрию, страну, где знают толк в отдыхе. Местом силы для австрийцев считается Аусзеланд в исторической области Зальцкамергут. Когда мы утром сюда приехали, то первое время недоверчиво протирали глаза. А не приснилась ли нам вся эта красота? Настоящая ли это? Подтверждаю, все абсолютно настоящее. Вы не чувствуете, а я чувствую, как пахнет свежескошенная трава. Это место называют зеленым сердцем Австрии. Раньше здесь были соляные шахты, а теперь один из лучших спа-курортов Центральной Европы. В этом фантастически красивом и природно богатом регионе можно реализовать абсолютно любые идеи отдыха, на самом деле вне зависимости от бюджета. Но если вы, подобно австрийским аристократам XIX века, мечтаете о продолжительных прогулках на фоне идиллического пейзажа и целебных ваннах, то вам сюда, в отель «Нарциссен». Он стоит в долине у подножия хребта Дахштайн, это вот там, и если мы приблизим, то вы увидите ледники, которые не тают даже летом. В отеле 52 просторных номера, спа с соленой водой, сауны, массажи, соляные гроты, занятия лечебной физкультурой, индивидуальные оздоровительные программы с десятками специально подобранных процедур. Если предпочитаете что-то более активное, то хайкинг, гольф и горные велосипеды летом и доступ к лыжным склонам и трассам зимой. Об оплате еды, напитков и прочих сервисов в отеле нечего и беспокоиться, потому что вы везде можете воспользоваться персональным NFC-браслетом, который тут же передает информацию о ваших расходах в общую базу, и они записываются на номер. Прямо за Нарциссен начинаются поля для гольфа, а за ними настоящий рай для гедонистов – отель Die Wasnerin on Adults Only, то есть все только для взрослых. Йога, скалолазание, скандинавская ходьба, плавание на сапах по озерам, хайкинг и лодочные прогулки с холодным вином и рыбными закусками. При отеле открыт небольшой, но очень уютный, к тому же и с летней террасой, ресторан Das James, где шеф Кристиан Велкарт готовит в стиле фьюжн, используя только местные сезонные продукты. За семейный отдых в Зальцкамергут отвечает Нарциссендорф Злоам. Целая деревня, состоящая из специальных домов для отпуска, которые можно снять целиком или по частям. Вокруг бассейны, детские площадки, конюшни, теннисные корты и даже крытый каток. Нарциссендорф Злоам расположена на небольшом склоне, так что зимой здесь можно еще и кататься на лыжах.
В общем, если вы уже решились на перезагрузку, но пока еще не знаете, где и как ее провести, горячо рекомендуем Salzkammergut – место, где знают толк в качественном отдыхе. Все ссылки на отели и подробности в описании к этому видео. Что такое нанофизика, которой ты занимаешься? Это не совсем такое прямо будущее, это уже практически прошлое. Ну и суровое настоящее. Потому что все наши электронные устройства, они работают на нанотехнологиях. И Intel делает процессы, у которых размеры там 7 нанометров сейчас, самое последнее. 10 лет назад было 30 с чем-то нанометров. То есть мы уже считаем единичные нанометры. Все это сломается, когда это достигнет, скажем, 1 нанометра в толщину. И тогда ты не сможешь изолировать электричество, то есть слишком тонкий слой этого кремния будет. То есть сейчас мы уже практически на самом переднем крае, уже надо на следующий шаг переходить. Минуточку. Все-таки мы из России, да, и для нас нанотехнологии – это гигантское здание Роснано на Ленинском проспекте и куча денег, которые были потрачены, но мы не знаем их результата. Конечно же, нанотехнологии – это не тот кусок говна, который Чубайс черно-белый демонстрировал Путину в какой-то момент времени. И опять же, нано, оно не только про компьютеры. Нано – это про лечение рака, нано – это про медицину, нано – это про новую энергию, это про новые материалы. Это, то есть буквально наша жизнь напичкана этим всем. А что это? Что такое нано? Это просто, когда ты оперируешь с размерами, которые еще не атомарные и не молекулярные, но где-то между. Вот, пожалуйста, пример. Микросхемы были когда-то там в 80-е, 90-е. Сейчас все это стало наносхемами. Но это какой приятный размер, потому что, например, у нас же солнышко наше дает нам свет как раз в размере от 400 до 780 нанометров длины волны. То есть это 10 минус 9 степени метра размер. Всем известный вирус короны размером 120 нанометров. Это хороший размер, потому что технология позволяет делать вещи этого размера и гораздо меньше. Плюс мы можем как бы напрямую войти в биологические системы, с ними взаимодействовать. Вот, например, как вакцина работает от ковида. Опять же, ты делаешь такой шарик 100-200 нанометров, и он к тебе приходит, входит в твои клетки, заставляет машину твоей клетки производить антитела, которые будут бороться. Из того, чем ты занимаешься, что может мою жизнь облегчить? Много чего. Мы занимаемся, скажем, технологиями, которые могут сделать сохранение твоей даты на магнитных дисках в 10 тысяч раз быстрее, чем у нас сейчас есть. Супербыстрые магнитные диски. Или суперэффективные солнечные батареи. Удобно работать с солнечными батареями и улучшать их, используя нанотехнологии для лучшего поглощения этих фотонов, для лучшего преобразования их в электрический ток. Вот это может улучшить твою жизнь как плательщика за энергию. Это делает мир зеленее. Потом мы занимались в какой-то момент биосенсорами. Биосенсоры используются для диагностики. Вот ты берешь свою кровь или слюну и пытаешься продиагностировать на наличие бактерий, на наличие вирусов. Самый простой случай – это, собственно, ковид-тесты. Это наночастицы, которые светятся красненьким. И то же самое тест на беременность. Голубенький. Это наночастицы. Там химия работает по-другому, но сам, например, визуализация результатов теста – вот тебе нанотехнология. Когда говорят, что нанотехнологии практически себя исчерпали и подошли, в общем, к краю того, что уже возможно было познать, что имеется в виду и что будет дальше тогда? Да, с одной стороны, вот этот вот закон Moore's Law, закон Мура, он вообще химик по образованию, он основатель Intel. И вот он вывел этот закон про удвоение количества транзисторов на квадратный микрометр. И каждые 4 года, по-моему, это удвоение происходит. Вот оно шло, эта кривая шла вверх. И в какой-то момент мы сейчас уже, в принципе, подошли к пределу. Вот удвоения уже не будет, потому что есть физические лимиты, какими маленькими могут быть электронные компоненты. Уже нано достигло своего предела, но что мы будем делать дальше? Может быть, мы должны придумать какую-то новую логику, и вместо обычной логики 1 и 0
Мы можем, например, работать с квантовыми компьютерами или с нейроморфными системами. Нейроморфные – это те системы, которые работают по аналогии человеческого мозга. То есть это то, что близко к AI все-таки? Ну да, собственно, AI может быть имплементировано в такие системы гораздо легче. Собственно, проблема в AI не в том, что оно там быстрое или медленное, а в том, что оно поглощает гигантское количество энергии, которую непонятно где брать, плюс оно еще выделяет энергию, потому что очень много потерь уходит на тепло, поэтому их нужно охлаждать. Ну а энергию мы где берем? Сжигаем нефть. То есть, нехорошо получается для планеты. Конечно, будущее – это энергосберегающие технологии. В принципе, нано в этом тоже прекрасно может помочь. Мы, собственно, занимаемся сенсорами для идентификации пластиков в переработке пластика. Знаешь, этот остров в Тихом океане, который там плавает, да, крутится? Потому что все бутылки бросают. Мы производим абсолютно гигантское, непомерное количество пластика, и весь пластик, который был произведен, переработан был всего 10% из всего объема. 90% он где-то. Мы его зарыли в землю, мы его бросили в океан, мы его сожгли. Сжигать пластик нельзя просто так, нужна правильная температура. Масса всего должно быть, чтобы его правильно сжигать, иначе это опять будет потеря. У нас, к сожалению, общество развилось до такой степени, что мы буквально становимся опасны самим себе. И мы не говорим о том, что там ядерную бомбу кто-то взорвет. Проблема вообще, она такая как бы ежедневная. Вот же пластик, истощение ресурсов. Ну, то есть раньше казалось, что вот изобрели пластик как круто, да? Теперь можно очень много продавать. И так вошли в это все дело, что прямо уже теперь пора бы посузить немножко широту. Ну, просто нас стало, во-первых, больше. Во-вторых, все стали жить лучше в мире в среднем, поэтому все стали потреблять гораздо больше. И если там Китай раньше не ел мясо, теперь они все едят мясо. И это, естественно, максимальный выброс метана в атмосферу. То есть у нас просто развитие цивилизации, оно как бы подразумевает истощение ресурсов. Поэтому у нас сейчас самая главная наша задача – это и задача физики, и задача химии, и задача всех естественных наук – вернуться к потреблению, которое совместимо с жизнью этой планеты. Мы должны полностью переформатировать, как мы создаем технологии. Потому что если мы создаем технологии просто, чтобы производить больше, 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 то есть теперь мы должны думать, как производить технологии, которые позволят нам жить на этой планете. Жить аккуратно. Жить аккуратно, да. Вот, кстати, есть такое прекрасное слово в шведском «лагом». Ты должен жить спокойно, без излишеств. Наше бесконечное это потребление – это излишество. Поэтому давайте-ка успокоимся вот с этим вот потреблением и будем жить лагом. Друзья, решила немного рассказать вам о том, как мы реализовываем идею, что нужно чаще встречаться, которая пришла нам в голову весной. Тогда я советовалась с огромным количеством комиков, как мне начать карьеру в стендапе. И самый ценный, самый важный совет дал мне Саша Незлобин. Он посоветовал мне быть самой собой. Понятно, что с одной стороны, сказал он, никто не ждет от тебя искрометного юмора. А с другой стороны, я человек веселый. И Саша сказал, что нужно давать возможность людям выдохнуть. Вот так я и существую, и вы называете это иногда сеансом коллективной терапии, а иногда иммерсивно-интеллектуальным спектаклем «Скажи, Гордеева». Ну, а я продолжаю настаивать на том, что это все-таки необычный стендап, в котором много личного. Приходите и сами посмотрите. 8 октября – Аликанте, 9 – Валенсия, 10 – Мадрид, но там уже нет билетов, 11 – Барселона, 12 – Лиссабон и 14 – Малага. А потом в ноябре 29 – Гамбург, 30 – Дрезден и 1 декабря – Прага. Ну, а потом мы сделаем перерыв до весны. Ссылка на билеты в описании. Увидимся. Самый важный, наверное, сейчас вопрос, если мы собираемся себя убить, то тогда хорошо бы узнать перед этим, откуда мы произошли. Что это за теория Большого взрыва? Что это за комплексные теории того, что вот мы все произошли с какой-то точки, и потом в эту точку и схлопнемся? Можно очень простыми словами. Это вообще революционная идея. То есть раньше была, скажем, Ньютон. Вот там яблоко упало, гравитация, значит, одно тело притягивается к другому, Луна летает вокруг Земли, потому что она притягивается. Но у Эйнштейна была эта
абсолютно грандиозная идея, что на самом деле гравитация – это просто искривление этого пространства-времени. Соответственно, есть какая-то ткань пространства-времени, которая под действием тяжелых объектов искривляется. Окей? То есть на самом деле вся эта гравитация – это когда объекты путешествуют в этом новом ландшафте искривленного пространства-времени. Это не взаимодействие. А вот, например, есть у нас планета Земля, которая тяжелая, есть потяжелее там Юпитер, вот Солнце тяжелое. Они все вокруг друг друга вращаются, потому что если у тебя, скажем, резиновое полотно, и в него ты положишь металлический шарик, оно все прогнется, и если вокруг запустить еще один шарик, он будет испытывать на себе ткань пространства-времени, которая искривлена каким-то другим объектом. Вот эта идея, к чему она ведет? К тому, что все в результате должно скатиться в одну точку, правильно? То есть вся Вселенная должна схлопнуться просто в какую-то одну точку и пропасть. Но этого же не происходит. Соответственно, следствие этой гениальной идеи Эйнштейна было то, что, значит, пространство должно быть не статическим, пространство-время, а оно должно расширяться или сужаться. Это вообще идея какая. То есть мы раньше думали, у нас пространство это такое статическое, просто вот висят шары в пространстве, да. А оказывается, там не просто шары висят, они искривляют это пространство, но еще оно постоянно расширяется с гигантской скоростью. Прямо сейчас. Значит, оно когда-то было таким маленьким, значит, была когда-то эта точка. Значит, был большой взрыв. Соответственно, вся Вселенная была когда-то точкой. Потом, когда появились измерения, когда мы открыли там черные дыры, то есть раньше вообще считалось, что такое черная дыра, это вообще такой идиотский объект, он не может существовать. Что такое черная дыра тогда? Черная дыра – это просто точка с гигантской массой. Это точка размером там, с один атом массой миллиарды солнц. Черные дыры появляются, когда звезды умирают. Вот это последний этап, когда сначала была звезда, она расширяется, сужается, расширяется. В процессе этого расширения и сужения появляются все элементы. Мы, естественно, сделаны из звезд. И вот эти звезды расширяются, уменьшаются, проходят эти все стадии, и в конце концов, под тяжестью собственной массы, они превращаются в черную дыру. Правда ли, что внутри черной дыры пространство и время могут меняться местами? И пространство течет, а время меняется? Я думаю, внутри черной дыры нет времени вообще. Оно как бы пропадает. И пространство как такового тоже нет. Кстати, вопрос, да. Есть же закон сохранения информации. То есть, если что-то туда упало, информация о нем не может просто пропасть. Во Вселенной никогда ничего не пропадает. То есть, где это вот эта информация? Есть такая идея, что там информация на этих стенках этой черной дыры как-то запечатлена, а потом, когда черная дыра, она тоже может излучать излучение Хокинга, и как бы эту информацию можно опять достать оттуда. Да, но вслед за Эйнштейном появился, если не ошибаюсь, Карл Шварцвальд. Как раз Шварцвальд считал, что если какой-нибудь путешественник сможет пережить путь к центру черной дыры, его не разорвет на десятки тысяч маленьких путешественников, то в какой-то момент в одной точке, как в калейдоскопе, сойдутся прошлое и будущее. И он сможет наложить одно на другое и увидеть вот эту информацию. И увидит Бога. И увидит Бога, совершенно верно. По мне так Бога нет, да. Я сразу заявляю, что я атеист. Никто не знает, что там внутри. Я думаю, что так же, как и до Большого взрыва, наверное, тоже времени не существовало. То есть, когда, знаешь, ничего не происходит, времени нет. Есть такое понятие энтропия. Энтропия – это когда мы переходим от порядка к хаосу. То есть раньше был порядок, и потом все начало разлетаться, взрываться, энтропия начала увеличиваться. То есть вот время потекло. Именно поэтому, собственно, путешествие назад во времени, оно, скорее всего, невозможно, потому что нельзя отмотать назад энтропию. Путешествие вперед во времени, да, прекрасно возможно. Ты путешествуешь со скоростью света, пропустил все эти годы быстренько, для тебя прошло там месяц, а для несчастных жителей планеты Земля прошло тысячелетие. Вот ты уже в будущем. Но для этого, да, надо очень быстро двигаться. Конечно, это вопрос, что там внутри черной дыры. Мы научились визуализировать эти черные дыры, то есть мы их измеряем сейчас вот недавно, пару лет назад, просто картинку получили этой черной дыры, которая похожа, в принципе, на картинку, которая в Interstellar, все знают, вот это вот, просто там вид сбоку. Такой анус Вселенной, короче. Что, в принципе, объясняет суть черной дыры. Это такой как бы кружок, донат, как бы бублик. У него сверху немножко пожирнее интенсивность, снизу поменьше. Но это как раз-таки объясняет, если ее повернуть сбоку, то будет вот этот вот горбик. То есть как вот в Interstellar, Kip Thorne
рассказал режиссеру, вот как показать. Это человек, который получил Нобелевскую премию тоже вот недавно. Рассказал Голливуду, как показать черную дыру. Но в конечном счете, когда источник термоядерной энергии истощается, все превращается в черную дыру, правильно? Все схлопывается, да. И нас это ждет. Да, во что превратится Вселенная через триллионы лет? Сейчас Вселенной всего лишь 13,8 миллиардов лет. Если взять, скажем, в десятки, в сотни раз длиннее время, оно же по-прежнему разлетается с гигантской скоростью. То есть будет очень много пустоты. Будут какие-то летать протоны отдельные. Да, черные дыры тоже исчезнут, потому что раньше считалось, что упало, то пропало. Стивен Хокинг открыл, собственно, что они излучают. Если ты излучаешь, ты постепенно теряешь, то есть даже и черные дыры пропадут. Будет просто такое масса пространства, примерно как в этой квартире, или даже больше. И да, будут летать какие-то частицы на гигантском расстоянии друг от друга. То есть будет достаточно скучно. И все. И все, да, потому что вот наш человеческий мозг, хотелось бы нам, чтобы была какая-то цикличность. Вот как мы можем себе представить бесконечность? Бесконечность – это что-то пульсирует, оно растет, потом сужается, потом опять растет. К сожалению, наверное, мы не можем обещать такого для нашей Вселенной. Она будет всегда расширяться и, в конце концов, превратиться в пустое место. С твоей точки зрения, что самое важное должна физика понять в ближайшее время, чтобы изменить наш вектор развития? Потому что кажется, что мы немножко застопорились. Нет, я не думаю, что скорость открытий уменьшилась, потому что если мы просто смотрим на Нобелевские премии, каждый год очень значительные премии присуждаются. Кстати, о Нобелевских премиях. Ты знаешь, как шведский профессор, который сам номинирует на эти премии. А ты номинируешь? Да. То есть любой шведский профессор может номинировать на Нобелевскую премию. Я воспринимаю Нобелевские премии это как наш шведский вклад, наш вклад в признание общемировой науки. То есть в этом плане, потому что я лично знаю многих членов комитета, у меня с Нобелевской премией отношения более домашние. Я считаю, это наша ответственность эту Нобелевскую премию давать достойным людям мира. А ты-то сам бы хотел Нобелевскую премию? Хотел. Те люди, которые супер хотят Нобелевскую премию, они, возможно, в науке по неправильным мотивам. То есть ты не занимаешься наукой, чтобы получить премии, а ты занимаешься наукой, чтобы, познать Вселенную. Или, например, в моем случае, мы занимались долго наукой, чтобы познать. Потом мы сейчас переходим в науку, которая может реально изменить что-то в жизнедеятельности человека. Мы делаем первый прототип. Машина, которая сортирует пластик со 100% чистотой. То есть, когда мы победим пластик, мы будем знать, что это заслуга профессора Дмитриева. Да, и мы создаем машину, которую мы будем поставлять в муниципалитеты. То есть все, кто перерабатывает пластик, все твои грязные пакеты, все, что ты производишь, свозится в муниципальную большую кучу. И вот мы для этой кучи дадим им машину, которая будет перерабатывать 20-30 тонн в час. А во что она будет его превращать? Она будет превращать его в чистые кучки, которые потом можно превратить обратно в тот пластик. То есть проблема пластика не в том, что его просто нужно переработать. Его нужно превратить в тот же самый продукт. Это ресайклинг. Да, но дело в том, что можно, например, из бутылок сделать диван на свое патио. И это не считается, кстати, 100%, это не считается 100% ресайклингом. Идеально это когда из бутылки производится бутылка. Цикл закрыт, тебе не нужна больше нефть, тебе не нужна больше производство пластика, но это очень сложно. Именно для этого нужна чистота, потому что ее все равно нужно отдирать, потому что это разный тип пластика. Бутылка, крышечка и этикетка – это 3 разных вида пластика, и они все должны быть рассортированы. Если ты выбрасываешь и не сортируешь, ее сжигают с остальным мусором. То есть, конечно, это лучше, чем просто ее выбрасывать, но это не решает проблему переработки. То есть индустрия, чтобы сделать полный цикл, ей нужны чистый материал, который, когда химическая индустрия производит пластик, она дает чистый материал. Индустрия хочет опять чистый материал, но очень сложно, если у тебя приходит куча мусора смешанного. Как его разделить на чистые конкретные кучки? Или, например, какой-то производитель говорит, а я хочу конкретно свой пластик обратно получить. Какой-нибудь Hewlett Packard, который хочет, например, крышка от принтера обратно, чтобы опять производить крышку.
И твоя эта машинка сможет ее Она найти сможет, среди тысяч других она крышек? сможет найти... Ну, сначала мы эту крышку порубим на маленькие кусочки, а все эти кусочки мы со 100% вероятностью положим в корзинку, которую мы обратно отправим в Hewlett Packard, и они сделают опять свою крышку. Из того же материала. Фантастика. То есть вот наука может быть: я познаю законы Вселенной, я познаю, как работает черная дыра, и откуда мы пришли, и все такое прочее. Или можно вообще получать супер кайф от того, что ты знаешь, а мы переработаем 100% пластика. Вот это настоящий Гетеборг. Добро пожаловать. Не просто должен быть дождь, но дождь и ветер. Морской город. Так. Пахнет свежестью, пахнет солью. Город не очень большой. При этом он второй по размеру город Швеции. Вся цивилизация здесь имеется. И какие-то специфики трамваи. Да, и трамваи. Вот в Ростове ездят трамваи, в Гетеборге ездят трамваи. Они здесь собраны чуть ли не с 50-х годов. Есть суперсовременные, есть очень старые, есть те, которые, чтобы попросить остановку, нужно дергать за такую веревочку, да которая ладно? натянута вдоль трамвая. Все трамваи имеют имена. Это какие-то культурные или спортивные личности Гетеборга. В Гетеборге есть 3 футбольные команды. И в какой-то момент они все 3 были в высшей лиге. Но самая большая – это ИФКО. Голубо-зеленый такой у них флаг. Ну, собственно, футбол в Швеции начался в Гетеборге. Есть очень старый клуб, Örgryte называется. И, собственно, этот клуб ИФКО Гетеборге, они выиграли Кубок чемпионов в 80-е годы. А футбольные легенды – это такие чуваки, которые работали в порту днем, а вечером мы идем играть в футбол. Ладно? Или там работали на шарикоподшипниковой фабрике. А вечером идут играть. То есть настоящие как бы рабочие мужики, но и одновременно играют в футбол. Некоторые их имена на этих трамваях. Но если ты не поддерживаешь футбольный клуб Гетеборге, ИФКО Гетеборге, а, скажем, ты фанат Örgryte или фанат Гайс, еще один клуб есть, то ты тогда не ездишь в этих трамваях. У тебя принципиально в том трамвае, который носит имя легенды ИФКО, ты не ездишь. А ты ездишь на чем? Я езжу на велосипеде. У тебя нет машины? У нас нет машины. В семье 2 детей, нет машины, да. Представляешь? И это не просто мы какие-то безумные, какие-то ультразеленые. В Гетеборге еще так организовано, чтобы попасть в центр на машине, нужно там заплатить. Поэтому, если ты живешь близко к центру, мы от моей работы мы живем в 15 минутах на велосипеде, жена моя в 20 минутах на велосипеде. У нас машина стояла и гнила на улице долгое время, а потом мы ее просто выбросили и решили жить без машины, потому что зачем она нужна? Так, идем в кабинет. Это плоские органические молекулы. У них в центре железо. Каждая пупочка – это атом железа. А сверху мы еще добавили кислород. И она переключает магнитную анизотропию этих атомов. А по-русски? А по-русски, значит, сидят молекулы на поверхности, мы их очень круто организуем, мы добавляем железо, поэтому они так очень красиво организуются в такие цветочки. Каждый атом железа может являться битом магнитной памяти, правильно? Но только вместо большого бруска магнитного материала будет один атом. Вот он сидит здесь, красиво разделено. То есть это малепусенький магнит? Малепусенький магнит. Но вопрос, а как ты переключать будешь этот атом железа, чтобы была память? Вот ты добавляешь кислород, и он тогда становится так или так. Класс. Это маленькие диски никеля. Расстояние между ними здесь примерно 200 нанометров. То, что здесь нарисовано, это на самом деле свет, который преобразовался в такую специальную форму, когда он уже не просто свет, который летит в пространстве, а свет, который сидит в материале. То есть мы берем, просто светим свет, и свет остается на этих маленьких дисках. А ведь длина волны этого света 600 нанометров, а размер диска 200. Как так? Свет не должен их видеть, ведь они такие маленькие. Но за счет умной физики мы заставили этот свет не только их увидеть, но и туда войти и остаться там. Вот это одно из последних, наверное, самое интересное. Мы создали материал, который называется Теллиген-материал. Он был предсказан в 30-е годы. Собственно, Бернард Теллиген, он был такой инженер. А одновременно с этим Ландау теоретически его описал, а Джалашинский
это такой тоже был физик у нас советский, он экспериментально его продемонстрировал, но как бы в микрочастотах. Идея в том, что это световой диполь приклеен к магнитному диполю. Обычно как? Что такое свет? Это магнитное поле и электрическое поле, и вот оно проходит. А если ты возьмешь их, чтобы они были как бы вместе и параллельно, это очень сложно сделать. Мы создали материал, где они вместе и параллельны, и все это работает с видимым светом. Идея этого материала в том, что из него, во-первых, можно потенциально сделать окно, которое полностью прозрачно с одной стороны и полностью черное с другой. Уравнения, которые описывают этот материал, это та же самая физика, которая описывает аксионы. Что такое аксионы? Это частицы темной материи. Это не сама темная материя, а как бы ее модель, которую мы просто можем делать в лаборатории и изучать свойства темной материи и хотя бы узнать, что это такое. То есть мы знаем, какими уравнениями она описывается, потому что мы знаем, что Вселенная, которая устроена так, а не иначе, там должна присутствовать и темная материя, и темная энергия в каких-то там 76%. Мы не знаем, что это конкретно, но мы знаем, какие уравнения это все описывается. Но это сложно экспериментально с этим работать, потому что все-таки космос. Мы маленькие, кто мы такие? Сидим на Земле тут. А мы одновременно создали материал, где можно просто на столе у себя с помощью видимого света, который вот он, в лампочка просто LED. И можно как бы делать эксперименты с материей, которая описывается теми же самыми законами, что и темная материя. Что ты почувствовал, когда вы это сделали? Сама эта работа первая, это теоретическая. И мы сейчас делаем экспериментальную следующую. То есть мы ее, вот я думаю, я почувствую это, когда мы физически сможем маять вещь. Когда будет физически у нас кусок этого материала, который разрушает вот эту симметрию времени и симметрию пространства. То есть как бы в одну сторону ты проходишь, а в другую сторону, извини, не проходишь. Когда вот мы вот это получим, это будет, конечно, шок. Это будет супер интересно. То есть это чисто как бы фундаментальная наука. Но никто не говорит, что завтра мы не сделаем из этого сенсоры для пластика. А что тебе интереснее? Мне все интересно. Нельзя делать прикладную науку без фундаментальной. Ведь ты же должен использовать знания. А если их нет, то приходится их самому тебе и их создавать. То есть, например, хочешь вот поработать там с какими-нибудь наносенсорами, ну сначала нужно выяснить, как работает физика, если до тебя это никто не сделал. Сначала ты как бы добавляешь свою часть в общее облако фундаментальной науки, а потом ты решаешь, а интересно ли мне заниматься чем-то таким сугубо практическим? Потому что там, чем дальше мы туда уходим, тем больше это просто инженерия, ты должен строить эти машины, там и конвейер такой едет резиновый. То есть там уже как бы от нанонауки мало чего осталось, но в сердцевине этого, конечно же, фундаментальная нанонаука, которая превратилась в прикладную нанонауку, а потом вот выходит в мусорные заводы. Ты как бы приходишь на мусорный завод и говоришь, а у нас тут нанотехнология. Можешь ли ты объяснить, почему то, что показывал Чубайс Путину, это не нано? И вообще, что в мире вот здесь слышно про то знаменитое русское нано? Может, это, кстати, и нано было, но просто оно было низкофункциональным. То есть, ну, да, просто берешь ты продукт Apple и берешь ты этот продукт, который я назвал куском говна, ну, чем это и было. Там, наверное, была электроника какая-то, там, наверное, которую они, наверное, где-то купили, наверное, в Китае. Ну, сама идея в том, что ты должен создать что-то первое в мире, что-то, что движет технологию вперед. И, собственно, в России были очень сильные группы вот в нашей области, которая называется, собственно, нанооптика и нанофотоника. В Физтехе и в Питере, которые тоже работали с нано. Они не были связаны с нано, это был Московский университет. То есть наука была нано-наука. Она не стала нанотехнологией. Ну, потому что для нанотехнологий нужно и участие государства, и участие бизнеса, и участие общества, как потребителя этих технологий. Для этого у тебя нужен мозг, должен быть повернут на использование эффективных, новейших технологий для того, чтобы жизнь сделать лучше. Ну, разве идея России делать жизнь лучше? А на какие деньги вы все это делаете? Это публичное финансирование, то есть это государство, налогоплательщики, но и агентства, которые получают деньги от государства, которые нам потом их распределяют в виде грантов, частные фонды,
Собственно, один из очень больших – это вот семья Валенберри. Рауль Валенберри. Это Рауль Валенберг, который был замучен в Который подвалах был замучен, да, Московской Лубянки. Да, он был членом этой семьи. Ну, да, он был, то есть это семья дипломатов, семья бизнесменов, семья инвестбанкиров. Они очень мощно финансируют и фундаментальную науку, и прикладную. Они строят шведский квантовый компьютер. Они реально на самом высоком мировом уровне работают. У них там система оценки этих грантов. То есть, ну, они, конечно, да, может быть, не знаю, там 10% от всего шведского финансирования – это семья. То есть, конечно, в основном это государственные деньги. Считается, что когда ты бегаешь, занимаешься спортом, и особенно таким спортом, как теннис, когда ты не можешь ни о чем другом думать, кроме как догнать мячик и ударить по нему, вот в этот момент у тебя как-то происходит в мозгу нечто, что позволяет тебе потом очень хорошо думать. Любая физическая активность влияет на мозг, и те, кто занимается физической активностью, лучше думают, и у них лучше работает мозг. Это известный факт. И не обязательно заниматься теннисом, можно бегать, можно поднимать штангу. То есть у тебя, в принципе, любое считается, казалось бы, вот ты должен сесть, сосредоточиться и проводить свои дни в пыльной комнате за столом, скрипя ручкой и бумагой. Нет, очень важно заниматься спортом, особенно если ты работник интеллектуального труда. Сколько раз в неделю ты здесь? В принципе, 2 раза как минимум, иногда бывает 3 даже. У меня есть партнер, с которым мы тренируемся, то есть мы даже не играем как бы матчи, мы ставим конусы и изнуряем себя тренировками подач, тренировками форхенд, бэкхенд. Ну, то есть как, в принципе, и тренируются обычные теннисисты, которых я видел вживую. У нас есть турнир в Швеции, в Боста. Это турнир ATP 250. Прошлый год этот турнир выиграл Андрей Рублев, наш любимый российский теннисист. В этом году, так как этот турнир был перед Олимпиадой, на этот турнир приехал Рафаэль Надаль. И вот у меня был шанс посмотреть, как он играет, и заодно я посмотрел, как тренируются теннисисты. И как Андрей Рублев тренируется, и как Роман Софиуллин тренируется. Андрей Рублев, к сожалению, мы сидели прямо на первом ряду. Я поддерживал как мог, кричал «давай, Андрей!». Ну, Андрей сначала ругался... Андрей известно, как отвечает. Да, Андрей сначала ругался по-испански, потом он сказал «да ёб твою мать», потом начал... И все, я понял, что все это идет в тартарары. Ну, мы продолжали его поддерживать как могли. Ну, Андрей проиграл, ушел, очень расстроился. Как ты думаешь, почему российских артистов канцелят, российских ученых канцелят, российских спортсменов во всех областях канцелят, а в теннисе российские теннисисты остаются, участвуют во всем, чем можно, и никаких вопросов к ним нет? Во-первых, все эти теннисисты живут не в России. Они не очень связаны ни с федерацией, ни с какими-то государственными структурами. Софиуллин, они тренируются в Марбелле. Даниил Медведев, да, он живет в Монте-Карло всю свою жизнь. И вообще, собственно, француз, говорит по-французски прекрасно. Ну, не всю свою жизнь живет, все-таки он в ГИМО до этого учился. Да, ну, то есть он спонсируем французскими брендами, он говорит на идеальном французском, публика его обожает, на Ролан-Гаррос, на открытом чемпионате Франции. То есть он вообще как бы француз. И я думаю, что вот это влияет на общее восприятие российских теннисистов как, собственно, выступающих за самих себя, а не обязательно представляющих родину-мать. Я бы сказал, что и в науке это похожая немножко ситуация. Мы играем на стороне Вселенной, мы не играем на стороне какой-то конкретной страны. Нет науки шведской, нет науки российской, есть наука мировая. И чем более она мировая, тем лучше для этой науки. В этом интересное, кстати, сравнение с теннисом. Чем лучше ты играешь, тем лучше для спорта, тем лучше для зрителей, для нас наслаждаться твоей игрой. Какая разница, из какой ты, собственно, страны? Во имя спорта это делается. А мы занимаемся чем-то во имя знания, которое не принадлежит какой-то стране. Как тебе удалось попасть в список предателей телеканала «Царьград»? Да, это удивительная вещь. Как бы вот ты уехал из России, то есть ты как бы по всем объективным оценкам ты предатель, да, то есть русофоб. Типа уехал, вот, наслаждаешься открытием загадок Вселенной где-то в западных странах. Но тем не менее, я всю свою жизнь с момента
отъезда из России я оставался представителем, я наполовину украинец, наполовину русский, но, естественно, мы выросли в Ростове-на-Дону, как бы русские, да, мы говорим по-русски. Только с буквой «Г». Только с буквой «Г», да, которая тоже оказалась связана с Украиной. И теперь ты говоришь с украинцами и чувствуешь себя как дома. И я представлял Россию в плане того, что все ко мне приходили и спрашивали, а это что значит? А вот в Беслане случилось, а что это значит? А вот Курск утонул. Ты расскажи, ты же русский, ты знаешь. Расскажи нам. То есть ты здесь отвечал за Россию? Я здесь отвечал за Россию. Казалось бы, мне это 100 лет не нужно, я уехал, я предатель. И тем не менее, я всегда проецировал картину, что есть нормальные русские, есть нормальная страна. Да, вот это преступление, это распил, это захват. Но при этом представляя сам из себя, вот я такой русский, вы же со мной общаетесь? Да, окей, я же нормальный, да, то есть есть и надежда. Первый, собственно, наш всплеск активизма случился в 2012 году. Первая посадка Навального. И мы вышли на демонстрацию с требованием, отпустите Навального, верните выборы. Вот такой был. Это был 2012 год. Мы вышли здесь, в Гетеборге. А почему тебе здесь, в Гетеборге, важно, чтобы там отпустили Навального и вернули выборы? Я хочу, чтобы в России было все хорошо. Почему? Потому что я ощущаю себя частью, конечно, русской культуры. И в плане, конечно, мой язык русский. И я там вырос, и я там родился, и у меня как бы связана с этим существенная часть жизни. И Россия, в которой мы выросли, и наша 5-я школа, это тоже, наверное, важно. И мы хотим, чтобы там было хорошо. Да, конечно, я читал Навального, его блог в живом журнале. Мы переводили его живой журнал на английский. Я участвовал в этом. Это сейчас Байден звонит Юлии Навальной. А тогда это был просто, Алексей там пытался в своем живом журнале достучаться до западных мнений. И вот мы с ним обсуждали, как мы могли бы... то есть у нас просто была короткая переписка. Как бы мы могли написать, скажем, там, европейским политикам, как можно в Швеции этого добиться. И с Навальным я чувствовал какую-то общность интересов. Я чувствовал, что это человек, который со мной на одной волне, я его понимал. Когда его арестовали и когда началось 2012 год, я почувствовал, что да, я должен в этом поучаствовать. А вот что это такое? Что это за часть русской души, которая даже, наполовину украинская, как бы по крови? Что это за зов такой внутренний человека, который не работает с Россией, в России был там последний раз какие-то десятки лет назад? Что это было? Возможно, это было нужно сделать для меня самого. То есть, конечно же, это не оказало никакого влияния. Какая разница, там вышло 10 человек стояло у русского консульства в Гетеборге. Потом, началась война. Россия напала на Украину, все в шоке. Что мы должны делать? Мы вышли. Естественно, украинцы вышли, и они выходили каждый день. В Гетеборге перед бывшим консульством России украинцы манифестовали каждый день. Сначала были те, которые здесь и так жили, потом к ним присоединились те, кто приехал. И мы там были тоже. И, кстати, было такое напряжение, потому что с нами были еще белорусы. И мы такие, да, то есть нацистская Германия и фашистская Италия тоже пришли тут манифестовать с этими антивоенными флагами. И я почувствовал, что мне нужно выйти и выступить на этом митинге. Я стал представлять опять Россию, как бы нормальную Россию. Я кто? Я просто физик какой-то. Сижу в лаборатории, тут я должен выходить. Я пошел, какие-то там украинцы кричали, типа, в жопу его, что это русский. Потом они начали слушать, что я говорю. Но опять же, вот она наша миссия. Мы нормальные люди, мы, которые против этого кошмара, и мы должны высказаться. И потом пошло-поехало. Мы начали выходить и с украинцами, и без украинцев, и за свободу Навального, и то, что Путин убийца. И в какой-то момент мы обнаружили, что да, опубликован этот список
Царьград опубликовал с какими-то совершенно долбоебскими комментариями. А вот она там приехала в Россию, а вот посмотрите, у него там крашеные волосы. Про меня там просто сказано, это Дмитриев Александр Владимирович, 75-го года рождения. Вау, накопали информации секретной, да. И моя фотография, кстати, крутая, я, по-моему, там в толстовке ФБК Free Навальный. И мы, естественно, заявили здесь в полицию, в шведскую. Ну а что? То есть, как бы, это же опасность. Какова механика публикации этого списка? Откуда берется список людей, которые живут в Швеции? И как-то он переправляется в Россию? Не знаю, посольство имеет к этому отношение, не имеет. Вот тебе выскажут претензию, которая сейчас так популярна в России, что вот ты получал бесплатное российское образование, а теперь работаешь на благо капиталистической страны. Это одновременно и любому студенту в любой европейской стране можно то же самое сказать. То есть, если ты учился во Франции, ты прямо обязан отдать родине. Ну, в России так принято говорить. Ну и зря. Что так принято? Потому что ведь образование людей, оно важно для государства. Просто сам факт наличия образованных людей – это гигантский плюс государству. Чем больше образованных людей в обществе, тем общество здоровее. Но твое образование, наша 5-я школа и физтех Ростовского университета, в итоге это оказалось конвертируемое? Как ни странно, да. Вначале, конечно, да, мы учились в школе. Потом я пошел по стопам Киры Серебренникова, который закончил, естественно, нашу школу и физфак Ростовского государственного университета с отличием закончила. Вот что дает физфак. Физфак закончил Солженицын. Хочешь быть писателем, хочешь быть мировым режиссером, окончи физфак, стань человеком. Конечно, мои родители, да, физики, семья оказала гигантское влияние на выбор профессии. У нас был прекрасный учитель по физике, мы знаем. То есть физика была интересная, но я не был каким-то там гением ни в физике, ни в математике. Просто, да, это как бы легко давалось. Собственно, в первый год я был отличником на физфаке. Ну, а потом начались лихие 90-е. И я в результате был очень плохим студентом. Я был каким-то троечником, еле-еле перебирался на костылях, на каких-то подпорках и прополз. И никогда не планировал заниматься наукой. Это просто было окей, мы получили диплом, а дальше мы продолжаем там рекламный бизнес, мы продолжаем инвестбанкирство, все, что было тогда. Купи и продай. Потом, да, я решил, что я не хочу жить в России. То есть родители жили в Бразилии, окей, я решил, что я делаю в Ростове, почему, что я вообще здесь делаю. Семья, Путин, это был 99-й год. Кризис 98-го прошел, турагентство не очень себя хорошо чувствовало, доллар 6 раз, не знаю, кто помнит, тот знает. Ну и вообще, коррупция, зачем мне все это нужно, я могу заниматься чем-то другим. И когда я, кстати, уезжал, я ехал, помню, СВ, Ростов-Москва, и вот в этом купе мы ехали с чуваком, с которым мы обсуждали мои будущие планы на бизнес в Бразилии. Я приехал в Бразилию, и такой папа мне говорит, а давай попробуй, сейчас просто возьми какие-то курсы здесь. Мы одновременно выучили португальский, то есть я мог как бы взять курс по там, теоретической электродинамике на португальском в университете. Ну, потому что формулы одни и те же, потому что мы говорим все по-французски, семья как бы такая с французскими полукорнями. И зная французский, естественно, легко выучить латинский язык, португальский. И вот и он такой, да, конечно, никакого типа no pressure, типа... А не попробуй, возьми просто вот курс. И там было интересно. И потом я работал в лаборатории, мы вели практические занятия. Берешь, смешиваешь материалы в такой железной такой камере и очень сильно их перемешиваешь, и они начинают сплавляться. И первая моя статья появилась. 2000 год, там, Physical Review B. Да, нормальный журнал такой. Потом мы, конечно, перебрались обратно в Европу, во Франции. Место, где мои, собственно, родители работали сейчас до пенсии, это этот синхротрон европейский в Гренобле, где папа был начальником линии. И я там тоже просто сидел такой в офисе. В этот момент папа говорит, пошли там какие-то аппликации просто чтобы делать аспирантуру. Из там каких-то 10 или 20 посланных много было отказов, а потом один пришел
такое, а вот у меня заодно сотрудник там сейчас как раз делает измерения на этом синхротроне. Он к вам сейчас зайдет. Это был директор института Макс Планка в Штутгарте. И вот я стал аспирантом. И в этот момент, конечно, гигантская удача, что мы сразу начали производить какие-то сумасшедшие красивые картинки вот такого рода, молекулы эти все, железные атомы. Все это очень красиво. Эта область называется сканирующая туннельная микроскопия. То есть ты сканируешь, собственно, индивидуальные молекулы. То есть это как бы химия на поверхности. И когда ты говоришь с химиками, да мы там сливаем все эти... А мы говорим, да нет, а мы вот их видим. Вот молекула одна, вот вторая, вот они соединяются, вот они формируют, вот реакция происходит. То есть, конечно, я попал в такое место волшебное, где сразу просто произошел взрыв производства каких-то научных результатов, но очень сложно было устоять и, собственно, не стать ученым. Один из самых важных и поворотных моментов в развитии физики – появление понятия квантовая механика. Сначала было все Ньютон, логично и все понятно, а потом Эйнштейн, стало... а потом стало вообще ничего не Да, понятно. нам придется принять, что мир достаточно странен. То есть как мы приняли, что пространство-время, оказывается, у нас существует, что гравитации как таковой нет, это просто путешествие в измененном ландшафте пространства-времени, также нам придется принять, что да, есть вот такие странные взаимодействия, что все определяется вероятностями. А что такое квантовая механика и почему ее появление революционно и так взбесило Эйнштейна? Он же так до конца ее и не принял? Частично принял, частично не принял. То есть их вот эти споры Нильса Бора и Эйнштейна. Например, не существует до сих пор квантовой теории гравитации. Вот казалось бы, а как это вообще описать с помощью вот этих операторов, функций вероятности? Вот идея того, что энергия квантуется, есть... Квантуется что значит? Ну, это значит, она разделяется на какие-то определенные значения вместо того, чтобы быть непрерывной. То есть в классической механике и в классическом всем у нас как бы непрерывность и движение, и состояние вещества, а тут у нас как бы частица может быть и одновременно волной, и одновременно частицей. То есть мы описываем теперь электрон, это не то, что как вот Радерфорд думал, есть ядро. То есть раньше думали, да, это такой положительный кусок теста, а в нем как бы изюминки в виде электронов. Вот так состоит. Ну, так физику в школе объясняли. Это вот то, на чем я остановилась. Вот это до атомной модели, это как бы такая планетарная модель. Вот, оказывается, есть ядро, там вращаются электроны. А сейчас оказалось, что, оказывается, электроны не летают, а это просто облако с какими-то вероятностями распределения. То есть все становится страннее и страннее. Ну, просто многие физические законы объясняются только квантовой механикой. Поэтому ее просто приходится принять. То есть самый главный закон квантовой механики, что ничего нельзя определить одновременно положение и скорость. Ты определяешь все вероятностями. Например, у нас есть комната, и если у нас есть электрон, каждая точка этой комнаты описывается какой-то вероятностью его нахождения там. Вот в этом квантовая механика. То есть у тебя все описывается вероятностями. Тут мы как раз приблизились к этому знаменитому мему кота Шрёдингера. Шрёдингер тоже пытался описать законы квантовой механики, у него ничего не вышло, и он вошел в историю этим котом. Ты можешь объяснить, в чем дело с котом? То же самое дело с какими-нибудь там фотонами или... Вот. То есть ты измерением, ты меняешь систему. Посмотрел на нее, все, она стала другой. А пока ты на нее не посмотрел, ты не можешь сказать, она одна или другая. А кот при чем здесь? Такой был способ объяснить, что может это одновременно быть и жизнь, и смерть. Пока мы его не померили, он не определился. А фактом измерения мы его определяем. И мы его либо убиваем, либо оставляем в живых. Кот сам по себе не существует, а он существует просто в виде вероятностей. И вот мы измерением сужаем вероятность и выбираем какую-то одну из них. Так кот есть или нет? Ну, пока мы его померили, мы не знаем. А когда померили, он стал либо живой, либо мертвый. Здесь студенты ходят в таких комбинезонах. Это как раз посвящение молодых. Цвет означает в какой-то программе. Там механическая инженерия, вода и там еще что-то. Если ты увидишь чуваков с большими картонными штуками, на которых нарисован 0, это значит, чувак, ты 0.
Это значит, ты начал только. Там такие квадратики, нужно отмечать, какие ты сделал всякие задания, там прыгнул в фонтан, что-то еще какие-то глупости. А здесь тоже бесплатное, да, обучение? Конечно. Достаточно быть гражданам Европейского Союза. А обучение на каком языке? На шведском? В зависимости от курсов. В основном первые 3 года, конечно, на шведском. Потом начинаются программы мастерские, там год 3, 4, 5. Они на английском. Сколько примерно студентов в вашем университете? 15 тысяч, 13 тысяч, что-то такое. На город в 600 тысяч человек? Да. 13 тысяч студентов университета. Да, ну масса же приезжает. Например, ты хочешь стать инженером аэронавтики. Эта программа лучшая в Чалмерсе. А если ты хочешь, например, стать биохимиком, то это очень хорошая программа в Гетеборгском университете или там Каролинский институт в Стокгольме. То есть тут студенты, они мобильные, они ездят везде по Швеции. Есть ли шанс у школьника из России попасть в качестве студента в Гетеборг? Да, это хороший вопрос. Конечно же, существует плата за обучение. Конечно, это гораздо меньше, чем американские университеты, и гораздо меньше, чем британские университеты. Ну, ты встречал хоть одного студента русского здесь? Я встречаю людей на уровне студентов, аспирантов и постдоков. И, конечно, здесь масса людей и из России, и из Беларуси, и из Украины. Но проблема в Швеции в том, что политика государства в отношении иностранцев ужесточилась. Да, она не направлена конкретно против русских, она просто плохо работает и медленно. У тебя есть рабочий контракт, но ты ждешь продления визы год или 1,5. Очень важно быть частью этого научного комьюнити, очень важно общаться с людьми, ездить. И если у тебя такая ситуация с миграционным агентством, то, конечно, это очень-очень плохо для твоей карьеры. То есть нет такого запретного списка, что типа вот страна, там, Россия агрессор, все, мы вычеркиваем. Разница существует между людьми и государствами. А что бы ты посоветовал молодому человеку из Ростова-на-Дону сейчас, который хотел бы пробиться в научный мир? Сейчас, конечно, это немножко, да, стало посложнее, потому что все-таки быть из государства, которое развязало войну. Но буквально 5 или 6 лет назад была масса людей, собственно, из Ростова, работали на синхротроне, работали в ЦЕРНе, и работали везде в Европе, работали в Америке. И, кстати, тогда люди, которые приезжали, они говорили, а мы тут не хотим оставаться, а мы тут не хотим типа устраивать свою карьеру здесь, потому что у нас круто, у нас и в Ростове нормально, у нас и в Москве нормально. Я думаю, они пожалели, возможно. А если человек захочет сейчас сделать карьеру, возможно ли, например, это сделать внутри России? Насколько наука в России связана с мировой? Сейчас, наверное, нет такого понятия, как российская наука, интегрированная в мировую. А вот возьмем Гетеборгский университет. Мы не можем сотрудничать с российскими университетами, ректор которых подписал письмо о поддержке нападения на Украину. Это просто невозможно. У нас есть официальное правило, где мы не можем сотрудничать с поддержавшими войну. Это не относится к индивидуальным ученым. Индивидуальные ученые могут быть совершенно разные люди. Есть поддерживают, есть не поддерживают, есть просто, да, я тут в своей скорлупке занимаюсь наукой. Но как официальная организация, как если ты говоришь, что такое российская наука, это российские университеты. Ну, как можно с этим сотрудничать? Конечно же, нет. Поэтому я думаю, что российской науки как таковой сейчас не представлено нигде. Но индивидуумы есть. Да, я не являюсь российским ученым и никогда им не был. Но есть люди, которые являются, и они, да, здесь получают и работают как постдоки. И не только российские, но и белорусские, например, у нас. Мы примерно в одной ситуации с ними. Раньше, например, детерминисты считали, что физика – это такая наука, которая объяснит что-то про материю, да, и тогда станет понятно все, что было в прошлом, и можно будет спрогнозировать все, что будет дальше. Но оказалось, что физика, она как поэзия, она разговаривает метафорами и ничего, в общем-то, не объяснила по сути. И все, что оказалось непонятным, запихнули в раздел «религия». Чем сейчас могут заниматься физики, которые попытаются объяснить мир? Ну, я не согласен, что физика ничего не объяснила. Мы очень круто продвинулись в объяснении даже таких, казалось бы, к нам не относящихся напрямую феноменов, как черные дыры, и там, как устроена Вселенная. Существование черных дыр и искривление пространства-времени, оно не настолько влияет на нашу повседневную жизнь, как, например... Пластик. Как, например, пластик, да. То есть в этом плане тоже
Физика очень сильно продвинулась. Это смесь квантовой физики и физика, объясняющая устройство Вселенной, как, ну, то есть на больших масштабах. И, кстати, это не случайно, что, собственно, масса Нобелевских премий как раз астрофизика получила, и космология. Спрашивают, а где практическое применение? То есть обычно Нобелевская премия – это что такое? Это как бы ты сначала что-то открываешь, а оно заходит в мир, в повседневную жизнь, и через 20 лет оно повсеместно. Вот, например, последние премии, там, скажем, квантовые точки. Ты включил телевизор, вот они, квантовые точки. Они там были открыты в 80-е, просто люди игрались с размерами. Хопочки, тут LED везде, белый свет, вот все это квантовые точки. Вот напрямую как бы за что дали Нобелевскую? А когда тебе дают Нобелевскую премию за квазары или там за что-то, люди такие, минуточку, почему, как это? Ну вот это, отвечая на твой вопрос, мы очень сильно продвинулись в понимании даже таких глобальных вопросов, как... Откуда мы? Откуда мы, да, и куда мы денемся? Да. То есть, конечно, сейчас я могу сказать, что масса открытых вопросов. То есть физика не дает ответов на все. Ну вы даже про свет не знаете до конца. В смысле? Ну, волна или частица. Вот мы узнали, что это и волна, и частица. Но это тоже такое, знаешь, очень неинтуитивное понятие. И вся квантовая механика – это вообще конкретно неинтуитивное понятие. И даже все эти концепции про пространство-время и искривление, и про расширение Вселенной. То есть это человеческий мозг, в принципе, не может понять это даже. То есть это совершенно окей, если ты прямо не понимаешь, как это работает. Масса людей этим занимается. Они хотят понять основы Вселенной. Мы, конечно, занимаемся более такими приземленными. Вот нано, кстати, это пример гораздо более приземленного подхода к физике. Мы, конечно, используем законы квантовой механики, но мы их превращаем в устройства, мы их превращаем в технологии. Раз вышел на выходе супербыстрая магнитная память. Или сенсоры для пластика. Вот солнечные батареи были 15% эффективности, стали там 16,5%. То есть, казалось бы, это, ну да, и что? А на самом деле это тоже мощнейший двигатель прогресса цивилизации. Наше существование под угрозой. И температура повышается, и отходов слишком много. Мы спасаем вот эту планету. Мы можем и не знать про то, как функционируют черные дыры, но спасти нашу планету – наша такая задача. А нанотехнологии используются в войне? Это хороший вопрос. Да, меня никто не спрашивал сделать что-то для войны. То есть, на самом деле, в Европе как? Есть такое даже агентство, которое дает деньги на проекты, когда гражданские ученые могут что-то сделать для обороны. Вот, например, камуфляж. То есть это как бы война, но, с другой стороны, это так, чтобы наших парней не убили. Шведских в данном случае. То есть это как бы ты не создаешь наступательное вооружение, а используешь технологии для сохранения человеческих жизней. Вот был такой проект, я в нем не участвовал. Но да, возможно. Я не уверен, что в наступательном вооружении так уж нужны вот эти суперавансированные технологии. Там достаточно просто оставаться на уровне хорошей электроники, хороших сенсоров. То есть там нано это немножко слишком. Потому что у меня есть ощущение, что любое физическое открытие рано или поздно становится орудием убийства. Там, например, Фриц Габер открыл когда-то хлор, который спас кучу людей, как удобрение, от голода. Но потом этим же хлором убили кучу людей в Первую мировую войну, а потом он превратился в иприт, которым убивали в камерах в Освенциме. Ну вот, кстати, пример с атомной бомбой. Это немножко наоборот даже. Сначала, то есть, фундаментально открыли, ядерное деление, распад, нейтроны летят. Красиво. Да, но потом сразу это превратилось, в Германии это сразу превратилось в программу создания бомбы. Потом американцы все это быстро разбомбили, сами создали свою бомбу, но одновременно создалась ядерная энергетика. Скорее, обратный пример. По сути, у нас мир развивается в положительную сторону. В мире гибнет меньше людей сейчас, чем гибло 50 лет назад. Скажем, количество жертв Второй мировой войны несравнимо с количеством жертв всех войн, которые происходят прямо сейчас. Конечно, это чудовищно, то, что происходит в Украине, Израиль, Палестина.
но не гибнет же 20 миллионов людей. Все технологии в конечном счете, они ведут к улучшению жизни на планете Земля. Мы слишком хорошо начали жить, и поэтому мы начали разрушать собственную планету. То есть в этом плане технологии, возможно, приводят к гибели людей, потому что от изменения климата, собственно, погибает масса людей прямо сейчас. То есть как бы мы хотели улучшить, но мы настолько это развили, что теперь мы не знаем, куда девать этот пластик, например. Но я думаю, я оптимист, и я считаю, что, опять же, наука решит эти проблемы. На нашем веку? На нашем веку. Вопрос в том, мы видели это на примере ковида, когда действительно взяли за жопу, когда человечество поняло, что все, это пиздец сейчас начнется, тут же и вакцина появилась. Конечно, да, ученые работали предыдущие 10 лет, их там забивали, все, никто не интересовался, говорили, да, это... Когда пришло время, тут же все превратили в индустрию, миллионы доз, миллионы человеческих жизней спасены. У нас давно не было такого примера, когда человечество просто взялось и все вместе собралось и решило какую-то проблему. Потому что, например, проблема климата – это постоянные тинь-толкай, постоянные дискуссии, сколько было этих саммитов у нас, то Копенгаген, то Париж. Очень медленно идут договоренности. Но когда действительно припекло, мы видим, на что способно человечество. Мы вчера с тобой стояли на остановке, это не снималось, но мимо проехал такой крошечный автобусик, и ты мне говоришь, это специальный автобус, который бесплатно развозит инвалидов и пожилых людей по тем местам, куда им надо. Да. И вообще здесь социальные гарантии самые крутые, которые ты когда-либо видел в жизни. Это так? Несомненно. Начнем с пожилых людей. Значит, концепция здесь в 70-е годы оформилась, что если ты пожилой, ты имеешь право жить независимо. То есть ты не должен зависеть от своей семьи, от своих детей. То есть ты должен жить так, что ты можешь прожить один. Конечно, Швеция еще такая нация, люди, собственно, любят одиночество, да. Но сама вот эта концепция, что твоя старость должна быть обеспечена настолько, что ты должен абсолютно не зависеть ни от каких своих семейных связей. У тебя должна быть квартира, у тебя должна быть деньги на пропитание. Собственно, пенсионеры – это независимые люди, которые живут независимой жизнью, своей собственной. Поэтому вот они, если хотят ехать куда-то там за покупками или в больницу, они вызывают этот маленький автобус. Это не значит, что там сын, сват и брат должны приезжать на... Это такая компенсация за погоду. Да. Ну, тепло на самом деле. Ну и потом, конечно же, концепции равенства между мужчинами и женщинами. Когда ты заводишь детей, отпуск по уходу за детьми, и мама, и папа получают, мы вместе с женой как бы делили полный отпуск 1,5 года, с 90% оплаты зарплаты. Мне, в принципе, это нравится, и такая немножко северная такая сдержанность, и она выливается вот в систему, когда люди должны быть независимы, люди любят проводить время в одиночестве, люди должны заботиться о других людях, но не навязчиво, чтобы они чувствовали себя зависимыми и чувствовали себя обязанными, а просто так устроить общество, чтобы все могли себя чувствовать прекрасно и независимо. Соответственно, вот говорят, вот большие у вас налоги. У нас небольшие налоги. Сколько как ни у тебя странно. налоги? Скажем, ты начинаешь там с 35%. Профессор получает от 70 тысяч крон до, может быть, 86 тысяч крон. Дели на 10. Это будет в евро. Да, в месяц. Минус налоги. То есть получается от 5 до 8 тысяч евро в месяц? Да, примерно. Конечно, а если у тебя, например, есть позиция, как у меня, я глава департамента, то есть все эти административные вещи, они сверху еще. И за что за все эти ништяки вы должны государству? Это хороший вопрос. Мы платим налоги за это. Я бы не сказал, что прям государство от нас что-то требует. Мы же сами и есть государство. То есть люди – это источник власти в этой стране. Люди сами себе построили государство, которое им удобно. Государство, оно не существует отдельно от граждан. Кто все эти люди? Это профессора физики Чалмерса и Гетеборгского университета. Вот буквально Йон Окерман занимается спинтроникой, профессор в нашем департаменте. Джули Голд, профессор в Чалмерсе, занимается культивированием искусственного мяса. Кристоф Лангхаммер, профессор в Чалмерсе, занимается водородными сенсорами. Александр Матич, он занимается батареями. Мы, конечно, можем произвести электричество, но как мы его сохраняем?
Как твоя Тесла? Да. У меня нет Теслы. Не к ночи будет сказано. Какой-то электрический автомобиль или когда ты производишь энергию солнечными батареями, ты должен ее перераспределять, потому что солнца ночью нет, а хочется света. Это гигантская индустрия и наука. Матиас Марклунд, он занимается теорией супермощных лазеров. С помощью них можно исследовать глубины материи. Мария Снудин как раз-таки занимается космологией и устройством Вселенной. Хенрик, он занимается катализисом. Тоже очень, собственно, это гигантская индустрия. Как мы производим материалы с помощью каталитических и химических реакций. То есть это все, в общем, физика, которая вполне применима в обычной жизни. Да, абсолютно. Здесь нет такого, что ты прямо сидишь такой в башне слоновой кости, что такое умствуешь. Тут я просто произношу слова, которые сразу понятно, что это супер важно. Очень просто перейти эту границу, когда ты делаешь что-то фундаментальное, а потом сразу хоп и делаешь наносенсоры. Сначала ты исследуешь, как молекулы взаимодействуют с электромагнитным полем, с вакуумным полем, что-то такое, знаешь, из области квантовой. Как начиналась Вселенная, был сначала вакуум, потом какие-то были флуктуации. То есть мы, в принципе, это тоже делаем, но мы это как бы моделируем экспериментальными системами из нано тоже. То есть вот у нас есть вакуумное поле, у нас есть электромагнитные поля, а потом сразу раз – это становится сенсорами для пластика или какими-то ультрабыстрыми. То есть тут переход... Или батарейкой для холодильника. Или батарейка для холодильника, да. То есть переход очень простой. Ну, а почему нет? Говорила деда. Но я выслушала, как он ездил в Петербург. Да. Как он... в 1812 году. Да. Да, как он знает, что русские не хотят войны и все такое. В общем, да. Ну, некоторые хотят. Почему? Есть некоторые, которые хотят. Что вы здесь делаете? Зачем вот эти подписи? Что вы собираете? Что вы хотите добиться? Ну, так как мы участвуем в активизме и всегда поддерживали Алексея Навального, и с момента, когда его убили в тюрьме, мы установили такой временный мемориал напротив бывшего консульства Российской Федерации в Гетеборге. Ну, типа Немцов мост. Кроме того, что его никто здесь не убирает, естественно, муниципальные службы не атакуют. И вот теперь мы решили, что можно сделать следующий шаг, более официальный, и попросить муниципалитет разрешить нам установить мемориальную табличку. Сколько вам нужно подписей? Ну, если представить, что в городе живет 600 тысяч человек, то, 10 тысяч подписей может собрать нужно. Сначала идея была, что мы хотим переименовать маленький кусочек площади, где находится наш мемориал. Но сейчас мы думаем, что это немножко слишком требовать переименования. Мы, конечно, знаем, что переименуются улицы напротив российских консульств, там, в улицу Славы Украины, что-нибудь такое, но не знаю, конечно, Алексей Навальный никак не связан с Гетеборгом. Мы понимаем, что это просто наша такая маленькая семейная инициатива, как бы. Но попробуем табличку сделать все-таки. То есть у нас вот организовалось это как бы активистское такое ядро. Я был первым председателем этой организации. Она называлась «Джазик мира». Джазик мира? Джазик – это мы когда в своих внутренних обсуждениях говорили, а если тут, например, кафедра русского языка где-то, и, соответственно, транслитом это язык, по-английски читается как бы джазик, получилась кафедра славянского джазика. Ну, потом пошло-поехало. То есть это была внутренняя шутка, это стало как бы нашей организацией. Сейчас она трансформировалась, она называется «Парус мира». Парус – это еще такая птичка шведская. Мы как-то пытались организовать русское комьюнити здесь. Антивоенное, потому что, конечно, годы ушли на то, чтобы русское консульство здесь промыло мозги основательно жителям Гетеборга, русскоязычным. У них какой-то комплекс, что они типа здесь не дома, а вот хотелось бы прильнуть какой-то сильной руке. Они живут не по своей воле? В основном это женщины, которые вышли замуж за шведов. И, возможно, у них там то в семье, может, что-то не то. И шведское, конечно, российское консульство их очень сильно окучивало. Но потом это все вылилось в празднование там 9 мая с георгиевскими лентами. То есть это как бы это такая очень тонкая грань. Ты сначала вроде пришел на что, где, когда, а потом ты начинаешь приходить там с портретами к 9 мая, и
что-то такое милитаристское, такое, какую-то хуйню. Но при этом как бы это все эти люди были не сотрудники посольства, не шпионы Нет. и не те, кто на них работал. Нет, хотя, да, в Швеции сейчас продолжаются большие скандалы про то, что здесь наводнено все шпионами. А почему? Как оказалось, чувак, который был аспирантом, практически в той же группе, в которой я начинал как постдок. Мы даже с ним общались. Он на самом деле тяготел к России, но он как бы швед. Мы общались, да, мы даже ходили там, пиво пили, у нас какие-то были общие друзья. Потом он уехал в Данию, работал там в Дании. Потом он уехал как бы в Стокгольм, потом он начал работать в компаниях, он работал в Scania. Это вот эта большая компания, которая производит грузовики. И где-то он в Volvo тоже, по-моему, он работал. То есть он был этим самым теоретическим химиком. Нормальный чувак, понимал, как квантовый код работает. И вот потом, значит, начался скандал в Швеции, что наш бывший студент оказался российским шпионом. И его не называют, но на видео так, в принципе, мы его уже узнаем. То есть он работал в этой Volvo, и его как-то завербовали. Там оказалось, что библиотека посольства, оно как бы является центром чуть ли не вербовки. И там эта библиотекарь, она сидит как паучиха такая на сети, вербует там каких-то людей. То есть этот чувак, он, в принципе, сошелся с русской женщиной здесь, в Гетеборге, вошел в сферы общения каких-то офицеров ФСБ или ГРУ из этого посольства и начал им сливать информацию из Volvo про какие-то коды, которые используются для самодвижущихся машин, self-driving cars. И вот это как бы эти коды могут быть использованы для наведения дронов или там чего. Они ему платили, они ему в целом заплатили сколько-то 200 тысяч крон. Это 20 тысяч долларов. То есть чувак просто уничтожил свою жизнь за 20 тысяч долларов. И где он теперь? Он сидит в тюрьме. Была целая операция, местные спецслужбы его там пасли, они захватили их в ресторане. Про это вышел сериал на радио, и они его называли Александром. А мои дети: папа, они слушают по радио. Я говорю: да, вот тут у нас взял халтурку на стороне. И вот журналисты шведские звонят профессорам и спрашивают: а вот такой-то, такой-то, что вы о нем можете сказать? А профессор такой: да, он прекрасный парень. Потом выяснилось, что он продался за 20 тысяч долларов, и теперь сидит 3 года, ему дали. Судя по всему, ущерб, который он нанес, не такой уж и катастрофический. Ты продаешь секреты, и куда они идут? Вот у меня сразу был вопрос: и где эти технологии? У нас что, какое-то в России там какое-то высокотехнологичное оружие? Ну нет. Наверное, чуваки из ГРУ вроде как получают информацию какую-то, получают за это деньги. Наверное, докладывают, что мы им заплатили. Ему заплатили 100 тысяч долларов. Вот расписка. Ну, то есть еще есть такой вопрос: куда идет эта шпионская информация вся? Где? Она не в коня корм. Коррупция все съедает, и никакой высокотехнологичной помощи от шведских секретов не реализовалось. Ярик Инарет, он вел гигантский европейский проект по графену. На него выдали Нобелевскую премию тогда? Нет, он как раз-таки, собственно, Новоселов и Гейм, они были частью этого проекта. Проект, который инвестировал там сколько-то миллиард евро. И идея была не только наука, а чтобы графен превратился в технологию. Но не превратился, кстати. Наука, конечно, расцвела с момента публикации работы о графене в 2004 году. Нобелевская премия очень быстро последовала. Ну, в качестве технологий, да, возможно, еще нет. Конечно, все ждали, что графен станет прорывом в электронике. Ну да, не стал. Но зато он привел к революции в плоских материалах. Вот они, атомы, они организованы в гексагональную такую структуру. Это просто один слой. Но сейчас масса существует материалов, где вместо этого карбона там масса других материалов, и металлы туда вмешаны. Графен чем хорош сейчас? Его там, например, замешать в бетон, и бетон становится лучше. Кристоф де Мазьер занимается ядерными технологиями. Как строить эффективные реакторы? Потому что реакторы будущего, они будут не такие большие, гигантские какие-то сараи, а будут, возможно, компактными,
Нано. Возможно, и нано, да, более безопасными. Ядерная энергетика, она, в принципе, зеленая, конечно. Ты же не используешь ничего, то, что ты выкопал из земли. Да, ну немножко там урана используют. А это реально ядерную энергетику свести до наноразмеров? Есть концепции компактных таких реакторов, которые, ну, в принципе, в комнату помещаются и безопасные. То есть их можно как бы использовать в центре города. Ядерная энергетика, конечно, у нее флер, ну, опасные технологии. Хотя она, в принципе, зеленая. Да, то есть это гигантское количество энергии как бы за бесплатно. Просто производится. Нагреваем воду. Ну, вот эта проблема и утилизация отходов, конечно, потому что если у тебя большая вот эта стоит херовина, она производит массу отходов, которые нужно захоронять и которые нужно хранить 10 тысяч лет. Из-за этого она очень дорогая. Проблема в том, что солнечные батареи поставить супер дешево. Это тоже зеленая. Ну, хотя производство кремния – это тоже не совсем зеленый процесс. То есть ты как бы достигаешь зеленой энергетики с помощью незеленого технологического процесса. Но зато супер дешево. То есть сейчас самое, кстати, дешевое – это солнечные батареи и ветряки. Проблема ядерной энергетики в том, что она дорогая. То есть ты хочешь зеленую энергию, но хочешь ее подешевле. Мы, конечно, можем произвести зеленое электричество, но его же надо и сохранить. Есть, конечно, солнечная. Днем мы производим, ночью мы не производим. Есть ветряная, ветер подул, мы производим, ветра нет. А что делать между? И чтобы как бы закрыть этот гэп, считается, что ядерная энергетика как бы дополнит вот этот букет зеленых технологий. Ну и наконец. И наконец-таки, да, Саша Дмитриев. Вот, он рассказывает в этой статье, вот, кстати, есть статья, которая через QR-код можно ее... У меня не работает камера, я не могу. Да. Да, скрыто. Не, ну видишь, у меня сломалась камера на телефоне, я не могу... А в обратную сторону? А в обратную сторону QR-код не считывает. Нет, ага, да. Он концентрируется на человечности ученых. Потому что есть, конечно, проблема, то, что ученые немножко такие люди специальные, ну, такие, знаешь, углубленные. Отлетевшие. Немножко отлетевшие, да. Особенно, когда ты доходишь до уровня профессора. Вообще-то профессорами становится 0,1% тех, кто защищает диссертацию. Представляешь, какой ты редкий человек. Да. Я не к тому это веду совершенно. Но просто то, что это нужно, конечно, быть достаточно специальный у тебя склад и ума, и способностей. И поэтому многие там считают, да я типа гений такой, поэтому мне все позволено, я могу наступать на жизни людей. Ну, то есть масса есть ученых, которые, ну, такие как бы социопатическо-нарциссические. Типа, оно, конечно, помогает в науке, когда ты просто прешь, я самый лучший. Моя задача как администратора в этом плане – это создать продуктивную атмосферу для всех. Потому что у нас как бы everyone is welcome. Все, добро пожаловать всем, если ты гений, если ты, или ты, например, просто очень работоспособный и хочешь заниматься этим. Задача научных администраторов – это создавать условия для всех, чтобы все могли быть продуктивными, все могли быть креативными. Ты единственный здесь человек, у которого русское имя и русская фамилия. Да. Это вызывает вопросы? Совершенно не вызывает вопросов, даже странно. Иногда я задумываюсь, ведь я, наверное, единственный из университетских руководителей русский, собственно, в Швеции. Я даже не знаю, есть ли хотя бы на уровне... То есть у нас как система? Ты глава департамента, сверху у тебя есть декан, то есть это факультет, сверху ректор, а потом уже сразу правительство. Университеты Швеции, они на самом деле агентства государственные. Поэтому я такой как бы государственный служащий на руководящей должности. Мы можем подвести к тому, что то есть русских дискриминируют, потому что их нет на руководящих должностях. Но это нужно тоже обладать немножко специальным складом. Ну вот как я, например, я хотел улучшить. Реально. Мы достигли чего-то в науке, и мы продолжаем этим заниматься, но мне стало интересным что-то еще. Давайте вот, например, улучшать жизни ученых. А ты чувствуешь себя здесь иностранцем? Нет, конечно. Уже нет? Конечно. А я, кстати, нигде себя не чувствую иностранцем. Когда мы живем в Калифорнии, я себя прекрасно чувствую Californian. Когда мы жили в Новой Зеландии, я себя прекрасно чувствую, я киви, да. Я делал PhD в Германии и в Швейцарии. То есть у меня как бы такой, наверное, немножко специальный склад ума, где я себя чувствую дома везде. А вот этот вот важный русский вопрос, а где твоя родина, Саша? Да, для меня он не стоит совершенно. Моя родина – это Вселенная. Наша Вселенная.
галактика Млечный Путь, как минимум. Ну, а вообще-то вся Вселенная. На каком языке ты думаешь? Я думаю на гигантской смеси русского, шведского, английского. И на самом деле ведь важно не язык, а важна мысль. С детьми я начал разговаривать по-русски, конечно же, когда они родились. Но чем дальше в лес, тем сложнее концепты. Если ты обсуждаешь какие-то сложные концепты, у них нет такого русского вокабуляра слишком. Но я, кстати, все, что им говорю, я перевожу и на шведский, и на английский, и на русский. И это мой сам мозг, конечно, устраивает, что язык, собственно, не важен. Важны концепции, важны мысли, важны идеи. А про себя ты думаешь, что ты кто? Я скорее швед, да. Конечно, я настолько в эту культуру вошел и принял ее как мне очень подходящую. Есть моменты, которые не принимаешь, но, кстати, масса есть моментов, которые ты не принимаешь в собственной стране. Делает ли это тебя меньшим шведом, если ты не любишь там шведское правительство или... Шведскую селедку. И шведскую селедку на завтрак. А у нас есть вот эта вот вонючая селедка, сюрстрёмминг. Открываешь, там людей начинают блевать, выворачивать наизнанку. Если ты ее не любишь, ты меньше швед или нет? А у тебя там написано Александр Фримен Дмитриев. Да. Ты взял фамилию жены, что ли? Я взял фамилию жены. В то время, когда у нас родился первый ребенок, правило было такое, что ребенок не мог взять фамилию и отца, и матери как бы через дефис. То есть у меня жена Фримен, Рози Фримен. И мы хотели совместить. И, соответственно, и не хотели, чтобы была либо одна, либо другая. Поэтому я решила, почему бы мне не взять просто фамилию жены. И тогда наш ребенок будет иметь обе фамилии вместе. Ну, кстати, в Швеции, на самом деле, вообще такая... Здесь к этим фамилиям нет такого пиетета. И бывает, что люди, когда они женятся, они вообще берут третью какую-то фамилию полностью от фонаря. Единственная старая комната в вашем новом университете. Да, она, конечно, не старая, она специально созданная, воссозданная немножко. Эта комната посвящена Лизе Майтнер. Это женщина, которую Эйнштейн называл немецкой Марией Кюри. Она занималась ядерными распадами, радиоактивностью, вот этими всеми делами, которые были супер популярны в 20-30-е годы. Я про нее слышала, что она бабушка атомной бомбы. Она бабушка атомной бомбы. Самое интересное, что она никогда не была здесь, в Чалмерсе. Она работала в Стокгольме. Она австрийская еврейка, и она работала в Берлине. Она чуть ли не первая защитившая диссертацию в Австрии женщина, первая профессор, полный профессор в Германии. Она работала в области вот этой радиоактивности. И она работала с Отто Ханом, это такой немецкий физик. Кстати, он был нормальный чувак. Он был против нацистов, хотя он потом работал над немецкой ядерной бомбой. И это было в 1938 году. Естественно, все эти законы против евреев из Германии, ей пришлось убежать. И она остановилась в Стокгольме. Она работала в Стокгольмском университете. Это был декабрь 1938 года. Она посещала Гетеборг, но не Гетеборг, а маленький город на севере, который называется Кунг-Эльв. По приглашению Эвы фон Бар, это тоже такая очень известная шведская женщина-физик. И в это время Отто Хан померил вот этот вот ядерный распад. Уран превратился в барий. И они не могли это объяснить, и он послал ей как своему коллаборатору, и она, гуляя по Кунг-Эльву, там вдоль какой-то озера или реки, придумала, как работает ядерное деление. Естественно, она это написала Отто Хану, они вместе потом написали статью, которая была опубликована в 1939 году. Но Нобелевскую премию дали не ей. Нобелевскую премию дали только Отто Хану. А почему? Это большой вопрос. Ее номинировали типа там 40 раз за всю жизнь и по физике, и по химии. И ее не получила. В итоге в 1932 году получал Гейзельберг, который потом тоже работал, в общем, на проекте атомной бомбы. И Отто Хан в 1939-м. Нет, Отто Хан получил в 1944-м или там в 1945-м. То есть там еще была история, то, что Гитлер запретил принимать Нобелевские премии немецким ученым. Типа это ниже нас. Какие-то там шведы дают что-то. И в 1945-м, когда уже типа, все закончено, все свободны. Тогда он наконец-таки смог получить.
И физически он еще год не смог, потому что он же, естественно, работал на немецкой программе ядерной бомбы. И когда американцы пришли и всех повязали, всех этих гениальных немецких физиков и химиков, то он был химиком. Сначала они сидели в лагере где-то на юге Германии, потом их отвезли. В Англии, потом они были, потом в Америке. И разговоры их прослушивали, чтобы понять, насколько далеко они продвинулись. Но Гейзельберг, человек, который сказал, что у Германии не может быть атомной бомбы за, по-моему, пару лет до того, как она появилась у американцев. Ну, кстати, да, там была еще история, то, что они на самом деле были уверены, что они впереди планеты всей. Ну, потому что тогда еще вообще немецкая физика была самая крутая, ну и мы тут Третий рейх, мы тут вообще всех порвем. То есть они, конечно, они не знали ничего, что происходит в Америке. Естественно, они не создали ядерную бомбу, мы знаем по факту, и слава богу, что они ее не создали. А вот как ты считаешь, они работали все равно на режим, будучи физиками и оставшись в нацистской Германии? Или они работали на науку? Да, конечно, они работали на режим, ведь они реально создавали оружие возмездия для Третьего рейха. При том, что сам Отто Хан защищал евреев, он, кстати, был противником правил нацистской Германии. Молчаливым противником. Да, потому что если бы он был не молчаливым, да, наверное, он бы окончил в концентрационном лагере. И Гейзельберг, который тоже, в общем, работал на Германию, который возглавлял этот атомный проект, и который дожил там до далекого 1978 года и участвовал в создании проекта ЦЕРНа. Да, вот как все сложилось. Да, то есть его никто потом ни в чем не обвинял, и им никто ничего потом не предъявил. Ну, кроме того, что да, вот они посидели в лагере, то есть они считались военными пленниками. Для ученого как это себя ощущать? Вот я такой был ученый, придумал тут ядерное деление, а потом меня военные просто под белые ручки закрыли в комнату, прослушивали. Но Отто Хан, он, кстати, был первым президентом Макс-Планк-общества. То есть он, на самом деле, был такой гигантской фигурой западно-германской науки. Он был признан как нормальный человек, не какой-нибудь там отщепенец гитлеровец, а человек, который не особенно себя запятнал. Они реально помогали Третьему рейху создать оружие возмездия. К счастью, не создали. Но, с другой стороны, они, может, думали, ну, если не я, то, может, кто-то другой. Я не знаю, как. Да, это их дилемма этическая. Они ее решили в плане того, что да, мы будем работать, окей. А она? Так как она была еврейкой, она убежала из Третьего рейха еще до того, в 1938 году. То есть она работала в Стокгольме, потом она работала в Кембридже. Она была просто мировым ученым. Но ей не дали Нобелевскую премию. Это считается, наверное, как дискриминация женщин. Все-таки по большому счету. Ну да. Сложно объяснить, потому что она реально объяснила эксперимент, который был основой ядерного деления. То есть как можно обойти ее премию. И, собственно, тот факт, что ее номинировали на премию. То есть, собственно, мировое научное сообщество знало о ее вкладе. И, собственно, теперь Гетеборгский университет совместно с Чалмерсом, вот наша, собственно, физическая наша комьюнити, мы основали эту премию. Называется Gothenburg Lise Meitner Award. Идея этой премии, то, что ты страдал и ты не был признан. Кстати, нашу премию получили два человека, которые потом получили Нобелевскую. Штефан Хелл, он получил за флуоресцентные молекулы. И вот прошлого года Ан Люйе из Лунда. А она за что? Она за аттосекундную физику. Она придумала лазеры, у которых пульсы размером аттосекунды. Что такое нано? Нано – это 10 минус 9, а атто – это 10 минус 18. В аттосекундной физике речь идет о временных промежутках. То есть нано – это как бы размер материальный, а это размер во времени. То есть это супер короткие пульсы. Мы инаугурировали недавно комнату для встреч, и Ан приехала сюда. Мы ее пригласили, и она называется «Комната Ан Люйе». Что следующее должна помочь нам понять физика? И какая следующая задача стоит перед ней как наукой? Ну, конечно, да. Люди продолжают исследовать, как взаимодействуют все эти элементарные частицы. Там вопросы напрямую связаны с зарождением Вселенной. То есть просто представь себе, в мире миллионы ученых. Раньше было мало. Вот была от конференции вот эта Сольвей знаменитая фотография, где буквально все Эйнштейн, Мария Кюри и Макс Планк, то есть они все там в два ряда. Вот
и Нильс Бор, там, то есть все вот эти, это было как-то 20-е годы, что ли, была эта конференция в Бельгии. Да, они потом еще все переписывались, у них прекрасные письма друг к другу. Ну то есть вот на пальцах 2 рук и 2 ног можно перечислить. Вот были суперученые, плюс там были поменьше калибром, но не миллионы. Сейчас миллионы ученых. Соответственно, наука настолько разрослась, и настолько существует много всяких подвидов и вкусов, и цветов науки разные. Это не, даже в физике существует совершенно гигантский разброс, чем занимаются люди. А плюс еще у нас же есть и биология, и химия, и математика. Наука сейчас представляет собой гигантский массив производства знания. Да, возможно, это знание бесполезно зачастую, или, по крайней мере, мы не знаем, как его использовать. Но это все идет к тому, что человечество движется вперед. Есть наука, у которой задача, скажем, спасти человечество в его нынешнем виде. До какого открытия ты бы хотел дожить? Я бы хотел, чтобы мы развили понимание технологий, которые сделают нашу жизнь более совместимой с жизнью этой планеты. Ну, плюс, конечно, круто, мы уже скоро на Марс полетим. И вот зачем? А вдруг мы так и не додумаемся, как исправить ситуацию на Земле, если будет здесь хуже и хуже. Я как раз недавно прочитал статью, где люди обсуждают, как запустить жизнь на Марсе. Там есть атмосфера, и там, конечно, замерзшая вода под поверхностью везде. И на полюсах там вообще эти корки льда. Там холод собачий. Холод собачий, именно. Вот как нагреть? А нагреть, я прямо в статье люди предлагают, а нагреть так же, как мы нагрели нашу несчастную планету Землю. Туда нужно привести миллиарды микрочастиц, выпустить их в атмосферу, и они создадут парниковый эффект. И, скажем, они там через 5 лет опадут, но за это время растает вода, запустится цикл жизни. Да, и туда еще нужно, конечно, запустить бактерии, которые будут поглощать углерод и производить кислород. Потом начнется зелень, начнет появляться. Ну, то есть, в принципе, на Земле тоже ж не было кислорода вначале. Было такой камень с вулканической активностью. И за сколько лет они предлагают решить эту проблему? Да, ну вот эти частицы за 5 лет достаточно, у них там прямо расчеты, как можно нагреть буквально всю поверхность, чтобы появилась жидкая вода. Ну вот так запустят жизнь, и в конце концов может. Это как бы terraforming, потому что, конечно, ошибки терраформирования Марса, они будут стоить человечеству меньше, чем терраформирование Земли, потому что если мы здесь факап какой-то устроим на Земле, то всем станет очень плохо. А на Марсе, конечно, у нас есть немного пространства для эксперимента. Я хочу как собака отряхнуться. Мелкий гетеборгский. Ну зато все суперзеленое, масса природы, у нас же тут леса, озера. Ну, кстати, например, вода же это нефть будущего. Если у тебя нет воды, тебе пиздец. А нет воды уже во многих. В Барселоне подают по графику. То есть во многих местах начался по рациону выдавать пресную воду. А вот чего в Швеции уж есть, так это воды пресной. Вот, пожалуйста. То есть Швеция в будущем будет Саудовская Аравия пресной воды. И когда ты смотришь на все, как чудно это устроено, неужели ты действительно не задумываешься о том, что только Бог мог такое создать? Нет, потому что если есть Бог, значит, есть какая-то сила, которая с тобой взаимодействует каким-то образом, да? Ну, мы знаем, что есть только 4 силы. Это гравитация, сильные, слабые и электромагнитное взаимодействие. Вы примерно ничего, кажется, не знаете. Вы даже не знаете, где электрон находится в этой комнате. Не говоря уже у нас сила математики. Жив или мертв кот. Силой математики мы знаем, где находится электрон с определенной вероятностью. С определенной вероятностью. То есть, если Бог существует, то он как-то с нами взаимодействует. Взаимодействия мы не знаем, его не существует. Ты можешь сказать, да вот Бог это может быть черная энергия какая-то, вот это темная энергия, темная материя. Но так как мы с ней не взаимодействуем, то у тебя получается Бог просто сидит, ему все похеру. То есть ты к нему не можешь обратиться, мы с ним не взаимодействуем, он может там... Так ты к темной материи не можешь обратиться. Ну именно что, а в чем смысл такого Бога, когда ты не можешь с ним... А в чем смысл темной материи? Смысл в том, что она расширяет Вселенную, да, у нее есть... Вот и ответ. Ты же хочешь Бога, который тебе поможет, который как-то действует на действия людей. Не, я такого не хочу. А в чем ее смысл тогда концепции, если это просто что-то, которое к нам вообще никакого отношения не имеет, не знает о нашем существовании? Может, это хотя бы кто-то единственный, кто знает концепцию? Ну вот, квантовая механика – это концепция. На макроскопическом уровне ньютоновская механика.
Это тоже концепция. Мы знаем, как произошла жизнь, более или менее. Мы знаем примерно даже, как произошла Вселенная. Мы знаем, что, скорее всего, в нашей галактике мы одни. Да, потому что это настолько низкого порядка вероятность, наше зарождение. То есть зарождение жизни даже в Солнечной системе, возможно, существуют бактерии где-нибудь там на Европе, спутник Юпитера, на Марсе, вон вода там была раньше, сейчас ее только разморозить. И будет, наверное, жизнь. То есть, на самом деле, жизнь это не такое уж и прямо супер уникальное. Мы, конечно, не нашли ее, но, с другой стороны, мы не так хорошо искали. И вот, например, есть вопрос. Если были какие-то цивилизации, мы должны быть постоянно слышать какие-то радиоперехваты, что-то такое. Но на самом деле то, что мы проверили, это стакан воды в океане. Вот реально размер пространства и времени, которое мы искали жизнь вокруг, и какие-то сигналы внеземных цивилизаций, мы проверили один стакан по сравнению с океаном на планете Земля. Если у тебя в стакане нет рыб, значит, нужно сказать, значит, рыб нет вообще в океане, и вообще ничего нет. Жизнь, судя по всему, не такая уж уникальная. Конечно, сложная жизнь, на это уходит гигантское количество времени. На Земле это ушло, 4 миллиарда лет, чтобы две клетки нашли друг друга, не оттолкнули, потом они поглотили бактерию, сформировали центр энергии, митохондрии. Это низкая вероятность. Мы появились. Окей, спасибо большое. Так как Вселенная абсолютно гигантская, то, возможно, где-то тоже это произошло, и мы знаем миллионы планет, где это может случиться. И следующий шаг, мы должны задать вопрос, зачем все это случилось, и вот тут появляется уже Бог. Я не думаю, что... Ради чего? Зачем? Смысл, например, для нас в том, что мы единственные, кто понимаем Вселенную. На этой планете реализовалось то, что появились существа, которые из атомов, из звезд, из всего этого месива, которое 13,8 миллиардов лет месилось, мы появились где-то в середине, Земля в стабильных условиях. И мы оказались единственными, кто, по крайней мере, в этой галактике может понять законы этой Вселенной. Это уже немало, по-моему. В этом, может быть, и есть смысл. Мы являемся смыслом Вселенной, если ты хочешь. О чем ты мечтаешь? Чтобы то, что мы делаем, оно закончилось чем-то продуктивным. Я хочу увидеть результат. Я хочу, чтобы мои дети были здоровы, и у нас было все хорошо. Да, мечтаешь, это прямо большое слово. Например, я мечтаю, чтобы был мир на Земле, в частности, чтобы закончилась ужасная война в Украине. То есть, конечно, я за то, чтобы человечество продолжало развиваться и продолжало быть счастливее и счастливее. И я готов помочь. Есть ли какие-то условия, при которых ты бы мог приехать помогать, в том числе в Россию? Да, возможно. Почему бы и нет? У меня была идея. Если Навальный станет президентом, то это единственный человек, ради которого я бы вернулся в Россию и делал бы что-то в России. Да. Но этого уже не случится. Да, Навального убили. Кто может... Также тебя вдохновить. Кто может также меня вдохновить? Вопрос открыт. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Скорее милосердие. Потому что справедливость, она работает так, что люди наказывают сами себя зачастую. И, то есть внутренние муки, они могут быть не меньше, чем то наказание, которое мы можем принести в качестве карающего меча справедливости. А милосердие, оно имеет больше шансов сделать человечество лучше. Свобода или стабильность? Свобода, конечно. Правда или безопасность? Скорее правда, да. Вот у меня конкретный пример мой. Вот я в списке врагов России. Неофициально, но, казалось бы, то есть я жертвую частью своей безопасности. Я такой шведский чувак, который живет в Гетеборге, но меня легко найти. Казалось бы, я пожертвовал безопасностью ради правды. Ради страны, в которой ты не собираешься жить. Пойди пойми этих людей из Ростова-на-Дону. Родина или истина? Это отличный вопрос, потому что если ты считаешь, что твоя родина – это... Вселенная? Да, то это одновременно и истина. Кстати, в этот момент они схлопываются вместе. Получается, что родина – это и есть истина. Что будет дальше?
Дальше будет лучше, я думаю.